Спокойненько себе сидел, красил, и тут же пришла идея для видео. Я решил, почему бы и нет. Сниму для вас интересный ролик. Как раз сейчас крашу миниатюры подходящие. Снимал подобный ролик про то, как сделать снег на подставке. Сегодня же расскажу вам, как сделать песочную подставку. Видите, миниатюра моя, у меня их таких вот 5 штук, и все надо сделать песчаные подставки. Имитацию песка. Делать мы будем с помощью песка. Он у меня вот в такой баночке пересыпанный. Песок собран с пляжа и отфильтрован от всякого мусора. То есть просто песок, без там камушков, без ничего. Еще нам понадобится ПВА-клей и емкость, в которой мы это будем все замешивать. У меня это вот такая вот палитра, да. Просто, это, кстати, очень удобная штука, я купил ее в одном из художественных магазинов. Просто мы сможем вот так вот поставить сюда нашу миниатюрку, и она здесь будет стоять спокойненько, что и песочек, он не будет никуда просыпаться, и все будет у нас четко. Очень удобно, вот так вот по одной будем делать. Ну, сегодня покажу на примере одной из миниатюр, как все-таки приклеить песок, сделать песчаную подставку, потому что многие спрашивали, многим интересно. Так, ну забыл немного упомянуть, еще понадобится краска. Не вся, что здесь есть, это просто вся красочка у меня разбросана сейчас. Вот крашу миниатюры. Нам понадобится вот это, чтобы сделать вот этот вот бортик, вот этот вот у подставочки по таким ГВшным стандартам, как это все обычно и происходит. Я прикреплю где здесь фотографию, что я имею в виду. Но нам еще понадобится вот эта вот коричневая краска, чтобы покрасить бортик. Как раз и предлагаю начать именно с покраски бортика. Покрасим бортик в коричневый, дальше все намажем клеем и посыпем нашим песком. И будем ждать высыхания, поэтому приступаем. Мы берем нашу красочку, трясем ее. Хорошо перемешиваем. И красим бортики на подставке. Я беру свою кисть для черновой работы. Коричневого можно не жалеть, потому что его понадобится достаточно много. Добавляем чуть-чуть воды, чтобы чуть-чуть разбавить красочку. Немножко разбавляем ее на палитре. У меня это влажная палитра, вот. Посмотрите. Так. Вот, короче, суть понятна. И красим бортик вот так вот. Думаю, ясно, да? Немножко залазим на саму подставку, то есть красим вот так вот, заходя за подставку, потому что песочек может просвечивать, и там серенькая будет видно, будет не очень красиво, а с коричневым будет все отлично сочетаться. Ой, вот пальцем залез, сейчас нехорошо. Осторожненько красим все, держимся, стараемся за середину. Вот так вот по всей площади, по всему этому бортику мы ведем. Вот так вот, везде, везде, везде. Вот видите, чуть-чуть захожу, так вот неровно, небрежно, чуть-чуть захожу, для того, чтобы потом это не просвечивалось. И вот мы уже почти закончили. Так. Так, вот, готово. Поэтому у нас должно получиться вот так вот. Бортик покрашен. Сейчас будем ждать высыхания и приклеивать сам песок. Кстати, чуть дополнить информацию, пока мы ждем высыхания, да, бортика. Вот эти вот камушки, я их приклеивал сам. Вы также можете дополнить свою песочную подставку всевозможными камушками. Например, вот эти вот, это просто обычный аквариумный грунт, такие достаточно средненькие камушки, я их приклеил, они черные, я их загрунтовал, то есть я их приклеил, когда всю миниатюру собирал, потом все это вместе загрунтовал, сейчас покрасил,
Вот, еще бы драйбрашнуть их было хорошо, но это уже сделаю после того, как все приклею. И потом сейчас приклеим песочек, будет песочек, камушки, и будет красиво смотреться. Можете также дополнить свои подставки, не знаю, там, кустиками, например, да, какими-то там сухими, есть вот сухие, там, имитация сухих модельных кустиков, либо вот такими вот камушками из аквариума, либо вы можете на улице где-то найти, там, раздробить на маленькие камушки и приклеивать уже их. Ну все более-менее высохло, мы берем кисточку, которую нам не жалко, и клей, и начинаем промазывать. Я тут забыл убрать влажную палитру, это все можно убрать в сторону. И берем вот нашу палитру, так, клей, подойдет любой ПВА клей. Наносим и размазываем. Так, тут что-то... Наносим на вот такими вот полосками и попозже его будем размазывать кисточкой, ненужной нам кисточкой. Так, вот так вот щедро налили клея, закрываем его и размазываем по подставки. Стараемся не заходить на коричневые участки, которые у нас именно служат бортиками. Чуть-чуть зайти можно, потом все равно сможем отряхнуть. Вот, и теперь хорошо все промазываем клеем. Клеем. Так. Все места возле камушек прям вплотную мажем все, чтобы все беспроблемно приклеилось где нам надо. Вот так вот, думаю, видно, как я распределяю клей. Наверное, даже переборщил слегка, но посмотрим. Этот клей не супер сильный, поэтому я думаю, это будет только... Вот это нам не помешает. Вот столько клея. Вот, видите, клей везде. Теперь мы ставим нашу миниатюру в палитру и посыпаем ее из песка. Точнее, песком посыпаем нашу подставку. И сыпем на миниатюру наш песок. Таким достаточно средненьким слоем, может даже чуть пожестче сыпать. Чтобы засыпалось во все наши места. Тут уже какие-то кусочки ракушек, которые не прочистились в процессе, попадают. Но это и не страшно. Вот чуть-чуть еще добавим. Все. И вот такой вот мы имеем по завершению. Сейчас покажу поближе. И вот по итогу что мы получаем. Это красивая подставочка с такой вот коричневой окантовочкой, как это делает ГВ. Мы получаем вот такой вот еще, мы не застряли стол, мы использовали эту палитру. Очень удобный этот цветочек, ребят. Всем советую, кто искал там, не знаю, вот, ребят, годный лайфхак. Используйте этот цветочек, эту палитру для того, чтобы делать подставки. Очень удобно, мусора нет, и подставочка ждет своего высыхания. В принципе, часа через 24 или вот после сна утром вы вполне сможете стряхнуть лишнее, и останется вот только то, что вам надо. Поэтому ждем высыхания. Ну, я уже вам показывать не буду, вы сможете увидеть процесс и конечные работы вот этой девочки, вот этих вот ребят в Инстаграме или в группе ВК. Подписывайтесь. Что еще вам добавить? В общем, ждем высыхания. Результат покажу, подставочек сможете оценить. А так, делитесь роликом с друзьями, если было полезно. С вами был Даниил. Всем пока-пока.